В общем, рубрика «Глазами водителя». Продолжаем работать в X5 транспорт логистики. Возить магазина «Пятерочка». Я вот уже еду. Слушай, ну вот это самая комфортная скорость, кстати. Машина загружена, машина взвешена. Да, кстати, пойдем пломбу, наверное, надо надеть. Ее надо не только надеть, ее надо же еще и списать же точно. Все, выдвинулся я. Так, и что, 105 километров до первого адреса. Здорово. Да я... Поверните направо. Да. Не хочу я эвакуироваться, отстань. И как бы не впивались иглами слова, зависли в их и незамысловатых. Как бы не пытались снова сбить тебя с пути, пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. И как бы не впивались иглами слова, зависли в их и незамысловатых. Как бы не пытались снова сбить тебя с пути, пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. Могила замыслов заметками, чтобы забыть их. Никто так не научит жить, как череда событий. Между прочим, вешал рифмы на гвозди разбитым. Вкрадчиво слога задачивал слух габаритами. Чертоги разума в отдать небрежными шагами теряли фокус в дикой круговерти бытия. Сегодня тут под проливным дождем горело пламя. Сегодня тут под проливным дождем горел и я. Увенчивая образность сомнительных суждений в самых глухих постыдных комнатах больной души. Верю, придет, найдется те, кто чистого творения. Победы необузданных вершин. Мы в мире скорби все святое коверкали пруфы. И видимо, да видимо, нам надо вывозить. И в тот момент, когда земля сырая станет пухом, мы видимо, научимся как бы не любить. впивались иглами слова, зависли в их и незамысловатых. Как бы не пытались снова сбить тебя с пути, пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. И как бы не впивались иглами слова, зависли в их и незамысловатых. Как бы не пытались снова сбить тебя с пути, пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. Не ты не в попад, я раскидал на лист. Обыграю светом, почувствуй этот стиль. Все, за что боролись, утопия и я. Но не сыскать тут мира и не найти добра. Руками дотянулся до желтого на небе. И меняя курс, целую тебя, бэйби. Собрался ночевать в этом доме из
выбрался из притона. И редеет круг, потерялся здравый ритм. Не плачь, мой друг, я подарю тебе любовь. Время не спит, бежит и забирает искры. Пронзайте тучи, что нависли надо мной. И всякий раз, когда вам будет больно, знайте, что можете надеяться на наш посыл. Он не обидит, не уйдет, не встанет с краю. Он будет вечно жить в сердцах наших людей. И как бы не впивались иглами слова завистливых и незамысловатых, как бы не пытались снова сбить тебя с пути. Пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. И как бы не впивались иглами слова завистливых и незамысловатых, как бы не пытались снова сбить тебя с пути. Пронзайте тучи расти, пронзайте тучи расти. Ты не говори, что просто забыл мой номер. Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы ты понял. Ты отвезешь меня домой. Ха-ха, блин, у нас дискотека. Как мои печали ты мой. Ребят, что, давайте все потанцуем, те, кто сзади. Блин. Ой. Тихо растворится в сумерках мои печали ты мой. Еще не мой. Совсем немного я заплачу. Они там с друг другом в перегонки играют. Молодцы, молодцы. А чё сейчас за мода это? Жалюзи какие-то прикрепить на лобовое, и типа тебя не видно. Я так понимаю, это от тонировки отличается тем, что тонировку ты не уберешь за раз, а эту фигню взял, отодвинул и все. Домашняя кухня. Шашлык, куплю ДТ. Так, где я вообще? Лагман, плов, манты, шурпа. Короче, я пожрать приехал. Сейчас пожрем и обратно все. Хватит на сегодня. Нормально покатались. Пойдет. Ё-мо, нифига тут ништячков вообще. Водительский рай прям. Шашлык, машлык. Но дороги мне там не нравятся. Поверните направо. Блин, казалось бы, ё-моё, чё тут, вот какая тут пятерочка вообще? Сюда надо на КамАЗе ехать, на нем продукты везти. Вы че, блин? Какие ховы вообще? Вон, на газик загрузил. Пятьдесят третий. И все. Что-то так. О, здесь еще Газпром нефть есть. Смотри,
Сейчас прикинь, в центр заезжаю. Нифига там этот, он ЗИЛ катит, офигеть. У него глаза красные. Серьезный дядька. Сейчас в центр заезжаю, а там это... Красная площадь, ёптить. Тише едешь, дальше будешь, да? Я просто не знаю, чего ожидать, поэтому еду тихо. Поверните направо. А, вон вижу пятерочку. До конца маршрута 200 метров. Пятерочка. А куда дальше-то? О, это вокзал. Пятерочка. Куда ты спрятала свой пандус? В какую дырку опять? Короче, сюда пока занырнем. Пускай обгоняют свой. Вы приехали. В те ворота, скорее всего, заезжать надо будет, да? Что-то мне подсказывает, что надо ехать в те ворота. Да, а вот ты прям сюда тебе надо, да? Классно. Круговоротами дивных событий, обрывками вредными времени жил. Нервы кидали словами небрежными, ты меня прежнего больше не жди. Бегство не выход, но крах это прихоть, и вихрями лихо замалевал свет. Я растворялся с тобой в этом облике полностью снова, как дым сигарет. Круговоротами дивных событий, обрывками вредными времени жил. Нервы кидали словами небрежными, ты меня прежнего больше не жди. Бегство не выход, но крах это прихоть, и вихрями лихо замалевал свет. Я растворялся с тобой в этом облике полностью снова, как дым сигарет. На закате дня мы рисовали горизонт, искрами до неба в невесомости паря. Также продолжали мы дышать в унисон, но попали друг на друга мы чувств не тая. Верю в то, что звезды нам благоволят, окутали туманы, но мы грели сердца. Это любовь, бесконечность, чувство как вечность. Я с тобой до конца. Милая, не бойся, я рядом. Приду к тебе с оранжевым закатом. Найду самые чистые мысли и подарю на память свои письма. Забудем о былом, построим счастье вместе. Запятнанные строчки на сердце, вечность. Сколько сказано слов, но не хватит и жизни, чтобы описать мою любовь к тебе. Полетели в бесконечность. Я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду рядом с
тобой. Да блин, как туда попасть-то, а? Я так-то не маленькая машинка. Не, это очень весело, ребята. Классный аттракцион. Так, какие варики-то? Магазин, я так думаю, это скорее всего вообще не для десятки, наверное, такой. Ну давай. Слушай, что-то получилось вроде. Ну, грузчик пришел. Какой интересный грузчик. Чё? Тихо, 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 тихо. Стой. Хотя бы чуть-чуть пандус захватить тут. Веселое место, я скажу, вообще. Два. Все. Как-то так. Больше вариантов. Да, сюда я не полезу точно. Сейчас я посмотрю, сколько там. Если они думают, что я туда в сугроб полезу. Нет, ребята. Где моя шапочка? Опа! Опа! Что там еще поближе, да? Тёма, тут проваливаешься, капец. Ох. Потом же надо как-то отсюда выруливать, да? Заехать-то заехал. Блудный попугай. Давай, давай. Все. Так, колеса выровняем пока. Ну, ладненько. Пошел я. Погуляю на улице хоть это.
Ну и сравнить вот со всеми работами, где я был, я могу уверенно сказать, здесь грузят тебя сами, расставляют все сами в порядке, в каком ты должен выгружать. Логистика тебе уже готовый маршрутник дает, то есть уже с точками. Ты просто едешь на них и все. Заехал, выгрузился, дальше поехал. Все. Здесь, по идее, все за тебя делают. Но твоя задача, ты только вот баранку рулишь. На точку тебе надо подъехать и подстраховать иногда. Ну ладно, сейчас магазины пошли, где тебе самому выгружать еще придется. Как бы, ну за них доплачивается, как бы вот. В пятерочке пока этих магазинов немного. Ну, в Чижике такая система идет. Вот. Ну, тут уже как бы, тут смотрите сами, кому как. Я как бы этого не напугался. Вот, единственное, говорю, тяжеловато мне. Я тоже на эту тему не подписывался изначально. Вот. В Чижике поработал, ну, не знаю. Мне не нравится в Чижике, что там постоянно ночь. Вот эти недосыпы, вот это, не знаю, я не ночная пташка, как бы. Я могу ночь отработать, потом в день работать. А там, блин, ночь, да задолбало. Может, мне так фартануло просто. Ну. Поэтому я не знаю, почему люди тут многие вот работают и постоянно жалуются, постоянно. То вот одно, то третье, то четвертое, не знаю. Тут, по идее, даже вот ты заехал, если в магазине есть какая-то проблема, ты не можешь подъехать. Ты можешь позвонить, сказать, проблема. Я же не полезу туда. Кому что доказывать собрался? Ну, на карман попадешь и все. То есть тебя тут никто особо не принуждает. Ну, если между рейсами тебе спать прибило, как бы, даже безопасно здесь и то, тебя, это, вот у меня был случай тоже, я приехал, я так сильно спать хотел. Вот. И мне рейс сразу впаяли, а я из-за того, что задержался на предыдущем, я не отдохнул, ничего. Что я буду делать? Поеду в дороге спать? Нет. Я, конечно, поговорил с начальником автоколонны, через начальника автоколонны связались с диспетчерами. Диспетчер этот рейс просто человеку другому предложил, и все. А я выспался. Но если реально организм вот сильно просит сна, я что, поеду в кювет? Да зачем оно мне надо? Поэтому не вижу здесь ничего такого зазорного. Иногда, да, иногда вот бывает вот ситуация, если ты заболел, болеешь, да, и при этом работаешь, у тебя выносливости мало, тебя будет клонить в сон. Были у меня такие моменты. Я помню, в Омске ездил в таком состоянии, когда проехал там 100 километров, блин, час поспал, 100 километров проехал, час проспал. Тяжело было, ну. Короче, еще раз говорю, ты здесь сам собой руководишь. Сам себе выбираешь режим отдыха. Да, согласен, тебе его выделяют 4 часа, а ты уделишь там на сколько-то. Вот. Потом еще, как бы, когда работу сделал, тебе еще выделяется там отдых какой-то, если расстояние дальнее. Вот. Но если город, да, в городе, конечно, придется попорхать как бабочка. Поэтому, лично мое мнение, вот, что на данный момент вот, зарплата соответствует работе. Здесь прицеп ты не таскаешь, сам ты особо тоже ничего не таскаешь. Ну, да, именно что касается работы водителя, да, работа ответственная. Здесь очень большая ответственность. Вот, но ты ответственность именно водителя, а не какого-нибудь дворника, там, грузчика или автослесаря, блин, как во многих организациях сейчас у нас в моде. Ковыряться в машинах, я не знаю, там. Работы нет, допустим, бокс подметаешь, тебе часы оплачивают. Я не удивлюсь, если до сих пор такие работы есть. Ну или в мазуте ковыряешься там где-то, в яме, блин, ползаешь. Вообще классно. Поэтому, ну, я лично вот считаю, это работа чисто для водителя. То есть водитель должен заниматься вот тем, чем я здесь занимаюсь. Да, хоть иногда мне приходится там... Так даже разгрузка иногда, это полезно. Ну, не будешь же ты жопу отращивать постоянно на сиденье. Иногда для тонуса, наоборот, надо зарядкой заниматься. Ну, как-то так, как бы. Ну, вот они плюсы. Через 500 метров на
Ну а минусы сами видите тут. И заезды сложные бывают, и в основном заезды сложные. В основном сложные заезды и все. С крыши дома лететь наверх, попросить быть, но места нет. Попросить быть, но веры нет. Тебя не найти меня во снах, знаю, когда без меня устал. Ты целуй других, ты люби других, меня больше нет второго. С крыши дома лететь наверх, попросить быть, но места нет. Попросить быть, но веры нет. Тебя не найти меня во снах, знаю, когда без меня устал. Ты целуй других, ты люби других, меня больше нет второго. Меня больше нет в твоем сердце. Разрезы бетонных проемов и дорогих секций. Все цветы у подъезда, исключена трезвость. Неминуемо бездна, мне лететь на край света. За своей душой, будучи на паперти. Не оставайся в памяти, я бы не простил газует, пока ты тянешь к солнцу. Мы не залетев разобьемся. Покажи мне свой рай, покажи мне теперь, как все несерьезно. Лепестки падали в лужи, я их пинал, представляю счастливые будни. Но наши будни утопия, аревуар, закрывай историю. Крыша дома летит наверх, попросить быть, но места нет. Попросить быть, но веры нет. Тебя не найти меня во снах, знаю, ты без меня устал. Ты целуй других, ты люби других, меня больше нет второго. Крыша дома летит наверх, попросить быть, но места нет. Попросить быть, но веры нет. Тебя не найти меня во снах, знаю, ты без меня устал. Ты целуй других, ты люби других, меня больше нет второго. Крыша дома летит наверх, попросить быть, но места нет. Попросить быть, но веры нет. Тебя не найти меня во снах, знаю, ты без меня устал. Ты целуй других, ты люби других. меня больше нет второго. Где я вообще? Что это за место? Я первый раз здесь. Ой, яши всякие. Не, ну... Конечно, всегда есть чувство тревоги, чувство волнения. Хоть вроде уже и опыт набираешься, и все. И все равно, когда вот не знаешь, что там за магазин вообще, и... Короче, это надо ощутить. Это кайфовый адреналин такой, прям. Поверните налево. Так, и что тут Мария Ра? А, вон пятерка. Капец тут, блин, вот ночью сюда вообще лучше не ездить. В такие места тут, блин. Просто сейчас весна, тут нифига не видно. Так, вон, по-моему, у них площадка, я отсюда ее вижу. Вы приехали. Мы приехали, мы уехали. Ну-ка, оно, не оно. Че и куда? Куда и чё и где? А, вон она, как она устроена у них. Так. Да мне проще туда жопой зарулить сразу, да и все. Пока-пока. Я домой. Не, ну я поздоровался, как бы все. Дальше уже не мои проблемы. В этом месте еще народу. Так, а что там? Может туда? Нет, туда мясо, рыба. Может мясо, рыбу сдать? Блин, ну давай туда попробуем. Я надеюсь, не провалюсь. Так-то вроде радиус должен взять.
Не знаю, смогу ли я радиус взять. Ну-ка, поехали. Стой, братан. Ой, блин, что там? Лучше спросить, да? Что там, еще ближе, нет? Еще ближе? Блин, что-то тут горочка, по-моему, да? Так, колеса-то не вижу, ровно, не ровно. Там рукой махни сзади в камеру, я увижу. Прям просто рукой в камеру вот так махните там сзади. Нормально, да? Ну хорошо, ладно. Ну по камере вот я смотрю вроде нормально у меня. А может им еще надо комфортнее, я же не знаю. Ладно, пойдем выгружаться. Офигеть, тут конечно разбросы, блин. Так, тихо. По 60 километров. Первый магазин, короче, надо было 120 проехать. Обратно 30 вернуться. Сейчас опять 64 километра. Сейчас ехать до следующего магазина. Да, и такие маршруты бывают иногда. Ставь на репит самые яркие слайды из памяти и слав. Это книг for you. Восстанови хронологию лет незамеченных дней, что тебе пою. Ставь на репит самые яркие слайды из памяти и слав. Это книг for you. Восстанови хронологию лет незамеченных дней, что тебе надо. На гребне волны обиды разнились, взгляды на мир опавшими листьями были высланы неказистые тропы войны. Забытые строфы, не суди меня, ты моя гора голгоф. Некуда бежать, и погибала любовь. Некуда бежать, и погибала любовь. Некуда бежать. И пусть уходят невзгоды, не шагу назад. Некуда бить этот плод, я поднял паруса. Рыбам ветра несет, по течению вновь. Листопадом украсила небо любовь. Невзирая на бурю, будем верить вопреки. Летая над городами, разжимая кулаки. Мы раздували пламя, нотами горели вновь. Красила небо любовь. Переливаются яркие кадры. До тебя были грубые мантры. До тебя было в целом не мило. Дарить любовь — это большая сила. Непокорная моя, как угодить тебе, милая? Как утаить наше счастье? Куда идти, если хочется? К тебе прямиком в объятия, боли не хотел. Растворяюсь плавно под музыку теней.
Размышлял о главном, пока тянулся день. Ты появилась ярко в самый нужный момент. Протянула руку и подняла с колен. И все так просто, лупили звезды. Сказать о главном никогда не поздно. Люблю. Ставь на репит самый яркий слайд из памяти слав этот миг твою. Восстанови хронологию лет незамеченных дней, что тебе пою. Ставь на репит самый яркий слайд из памяти слав этот миг твою. Восстанови хронологию лет незамеченных дней, что тебе пою. Что это за фигня такая? Ну-ка дай почитаю. Большая длина. В смысле, у тебя большая длина? Да ты залупышь. Какая у тебя длина большая? Чего? Мигалки, что ли, на крыше? Блин, как его догнать, а? Короче, ладно, без приколов это. Машинка какая-то, она с этим, с надписью большая длина. Я так понимаю, это типа как сигнал тем, кто у меня сзади едет. Сзади везут у меня какие-то длинные габаритные грузы. Фуры, вот. Куда только они летят, не знаю. Тут 60, он для грузовиков, они... Не, ну хорошо машина сопровождает. Она меня, видать, сопровождает. Ну да, у меня большая длина, ладно, хорошо. Спасибо за комплимент. Только чего большая длина? А, машины, точно. Ох, юмор мой черный иногда. Блять, я представляю. Пацаны, я с вами играю. Блин, надо с ними вместе. А что там еще, да, такая же? Класс. Надо, короче, что-то к себе прицепить, и я такой же буду длинный. Блин, кого? Да ё-моё. Заколебают. Ну вот, я не в теме, все. Блин, это вот сделал это километражи. Вот еще бы 2 километрика бы прибавить. Вот один уже был. Давай еще один. Ну вот мы и встретились. Кто тут меня обгонял? А? Сейчас я тебе догоняю. Блин, ну что толку, да, меня обогнали? Вот же и все равно мы встретились, ребят. Вот понимаете, как оно вот бывает на дороге? Вот вы пытаетесь там, обгоняете, пытаетесь там уехать куда-то далеко. А в итоге все равно встречаемся чуть позже. Время-то все равно такое же уходит. Особенно в городе, когда ездишь, там вот эти светофоры. Ну обогнал ты меня на 1 километре, на другом мы опять вместе. Не, слушай, прикольная вот эта идея, кстати. Вот так вот тачку нарядил, короче, по селу ездишь, там, наклеил себе, большая длина, девчонок так соблазняешь. Поверните направо.
Темно, как в попке. Что это за змейка нарисована? 40 метров длиной, что ли? Блин, прикольно, кстати. Знаки можно и по-другому обозначать. Змейка 40 метров. Ё-моё, как ты отсюда выезжаешь? Слушай, ну красиво, красиво, да, сделано, блин. На камеру, наверное, не видно нифига. Так, вот она, моя красота. Крутой поворот налево, во двор. Крутой поворот налево. Прям крутой, да? Прям крутой поворот. Так. Все. Не надо мне этой музыки. Не отвлекает. Где там, куда ехать-то? Как у них пандус-то идет? Так, стой. Постой, паровоз, не стучи в колеса. Водитель, нажми на тормоза. Движуха вот эта, она так Вы отвлекает. приехали. Да я понял, что я приехал, но... Интересно, а если я сейчас уеду? Ты скажешь, вы уехали. Че меня сливаешь-то, а? Мы так с тобой не договаривались. Ты не в моей банде, понятно? Что тут за море? Тихо. Блин, не видать нифига тут, конечно. Ой, опять грузчик. Да вы что, тут одни грузчики ходят? Ребят, вам пора заканчиваться уже, все. Сколько можно уже? Ваше время дневное, дайте ночным поработать, блин. Что у вас бесконечно ему. Потерпите, ребятки.